Всем привет! Сегодня расскажу, как я построил два приложения для платформы WOOP и что из этого получилось. И сегодня первую выплату получил. Мне вывели деньги, заработанные с одного из приложений, которое я сделал. Но сначала для контекста. Те, кто не знаком, что такое WOOP? WOOP — это платформа для построения своих закрытых комьюнити. То есть, допустим, вы являетесь инфлюенсером или кем-то там еще, экспертом в чем-либо, и создаете свое закрытое комьюнити. По сути, как и строятся они в Telegram, точно так же вот внутри платформы или в Discord серверах. Выглядит это примерно, ну, вот как раз как Discord сервера. Вот если мы перейдем в поиск, здесь видно, что ну вот как выглядят примерно разные там комьюнити, которые предлагаются на платформе. Это вот не реклама, ничего, но просто как пример вообще, что здесь есть. И вот они здесь абсолютно на разные тематики, как бы на вкус и цвет каждый там может найти себе. И вот на этой платформе появились приложения встроенные, которые встраиваются внутрь платформы. Ну, то есть внутрь комьюнити вашего закрытого. Как, собственно, выглядит, ну, вот это конкретно сам Apple Store, типа их встроенный, с набором различных приложений под разные там задачи, кто для чего использует. Вот, допустим, как вообще выглядит закрытая комьюнити, вот когда, ну, это вот одно из приложений, сейчас я дальше объясню. Комьюнити, по сути, представляет собой такой веб-дискорд сервер, то есть люди вступают в него, здесь могут быть чаты, там общаться, все такое, и также встроенные приложения для взаимодействия с людьми, там делают игры, еще что-то, какие-то квесты, еще, ну, всякое разное. Вот там в сторе я как бы показал, что здесь вот куча всего разного. Здесь для работы вот с комьюнити, бизнес, продуктивность, там игры для спорта, что-то, social media, трейдинг, AI всякие инструменты как бы люди делают. Вот, и как бы я тоже решил сделать приложение. Я изначально наткнулся в Твиттере, сидел как бы скроллил ленту, просто как бы, ну, я пользуюсь Твиттером и сидел скроллил, читал вообще, что люди пишут. И увидел, что как бы пишут, вот появились приложения WOOP, и как бы пока что их очень мало, и, соответственно, можно попробовать сделать что-то полезное, и это потенциально станет используемой людьми, пока ниша не занята. Но почему она не занята? Сначала я как бы убедился тоже в этом, что как бы есть возможность для того, чтобы что-то сделать. Как бы, если перейти на SimilarWeb сайтик, тут видно, что посещений в месяц у WOOP, ну, допустим, там пишет стата, что 10 миллионов там, как бы за месяц, что преобладает там США, все такое, как бы трафика у них много, соответственно, как бы пользователей внутри комьюнити, платящих, потому что здесь как бы большая часть платных всяких комьюнити закрыты, как бы, соответственно, пользователей тоже много, которые платят там за нахождение в комьюнити. И, соответственно, как бы владелец комьюнити, если для него сделать что-то полезное там, для взаимодействия с аудиторией, возможно, он начнет там больше зарабатывать, повысится вовлеченность внутри комьюнити и все такое. И как бы я посмотрел, посещаемость платформы, видим 10 миллионов. Если перейти у нас в... Где у нас? В Discover. Здесь видно, что через платформу прошло уже транзакций на 2 миллиарда. Ну, то есть, как бы платформа большая. Но если мы зайдем в раздел приложений, то есть перейдем во вкладку All, все, и вот так начнем просто скроллить. Ну, сейчас они догружаются, как бы я продолжаю как бы скроллить, то мы и долистали до конца, что приложений очень мало на данный момент времени. Когда я начал делать приложение, это было 10 дней назад примерно. Суммарное количество приложений на платформе было 160. То есть, ну, даже чуть-чуть меньше, потому что потом, когда я опубликовал приложение, их стало 160. Значит, я когда начинал делать, примерно было там от 150, ну, до 160, где-то в этом диапазоне. То есть, на платформе с посещаемостью 10 миллионов человек ежемесячно, с оборотом транзакций, объемом 2 миллиарда долларов практически. У них всего на все это для работы с комьюнити, для взаимодействия было 150 приложений. Ну, как бы цифра странная, да, согласитесь, где-то здесь есть гэп такой, что можно что-то сделать. Соответственно, я такой как бы посидел, посмотрел, что вообще можно сделать. Пошел в Грока, это такая, ну, нейронка от Илона Маска,
которое отличие от чата GPT, скажем, такое вот существенное. У него есть доступ в ленту Twitter. Как бы он может анализировать то, что пишут люди, чего им не хватает, на что они жалуются. Это вот как задача поиска идей. Я как бы игроку дал задачу, чтобы он посидел, подумал, поскроллил ленту Твиттера, поискал. Поищи идеи, которых потенциально не хватает, как бы вот здесь. Он мне написал там список идей, не хватает тут аналитического дашборда, как бы для Advanced, чтобы больше всяких данных было видно. Как бы есть там встроенный дашборд со статой, ладно, это потом чуть-чуть покажу. Есть встроенный дашборд со статой от ВУПа, но его можно расширить. То есть, если там докрутить дополнительные показатели, все такое, как бы будет подробнее инфа. И я такой, ну, как бы в целом можно поделать. Сел делать с помощью курсора, как бы, все то же самое. Я как взял документацию ВУПа, открыл, то есть перешел к ним на сайт, как делать приложение, взял эту документацию, сунул в курсор, сказал, разбирайся, он разобрался, мы начали делать. Как бы это вот короткое представление о том, как это вообще организуется. Начали делать этот аналитический дашборд. Так, я его, наверное... Ну да, я его отсюда удалил, и его здесь так не покажу. Начал делать аналитический дашборд, и такой как бы... Прикольно было бы сделать какие-то карточки, которые рендерятся, чтобы показывать стату, там, допустим, за один день в этом дашборде. Что произошло в комьюнити. Какие-то показатели, вот карточки срендерились за один день, как бы красиво. В формате историй. Такое что-то сделал эти карточки, вот они, там был кружочек, и они там открывались. И я такой, как бы интересная идея. Что если сделать Инстаграм внутри ВУПа? Ну, то есть взять полноценно, набросать Инстаграм. Ну, я его назвал вот просто Stories такое, что как бы можно публиковать Stories. Сейчас покажу, как это работает. Допустим, берем просто какую-то картинку, вот, и можем опубликовать как историю. Можем прикрепить ссылку к ней, можем сделать отложенный пост, можем добавить опрос на саму историю, чтобы там можно было голосовать, и жмем опубликовать. Она как бы, ну, публикуется, и вот выглядит просто как сторис в Instagram. То же самое абсолютно. Есть также кастомизация, там сделать такое, что, ну, настройка темы, то есть меняется здесь бэкграунд задний, такой просто заливка. Ну, такую кастомную просто накидал, чтобы люди могли что-то там условно кастомизировать под себя, под свое как раз закрытое комьюнити. Вот, и я, по сути, накидал вот такой Инстаграм. Вот эта оранжевая обводка, это значит, что пост отложенный, и он будет опубликован в будущем. Ну, а так это вот открывается. Здесь можно как бы поставить этот, как смайлик, реакцию. Так, сейчас выключу здесь звук, чтобы она не кричала. Вот, видео здесь открывается. Открывается вот так выглядят эти голосовалки, просто я тестово делал. Здесь так вот линк прикрепленный. Здесь есть также статистика, что мы можем там открыть. Ну, здесь, потому что данные уже старые, как бы. Здесь отображаются там опросы, вся стата вот по ним такая. Здесь подробная там статистика, условно, по аккаунту, что мы можем так посмотреть. И как бы, ну, вот, соответственно, с тарифами. Тарифы изначально были другие, потом я сделал вот такие, потому что как бы пообщался с владельцами комьюнити, они такие как бы, ну, было дорого. Хотя, как бы, дальше я покажу, что там получилось. До этого было 4 тарифа, которые платные. Максимальный $300 там выходил. Да, 299 был максимальный тариф Enterprise. Он зависел от количества, короче, мемберов. То есть, если у вас больше 10 тысяч человек, вам нужен был тариф Enterprise. Сейчас это вот я все упаковал просто в 20. И как бы был человек, который купил этот тариф, я дальше покажу, за $300 он купил подписку и пользовался. Вот, соответственно, как это сделано? Сделано это с помощью курсора, то есть я ему объяснял, что мне нужен Инстаграм получить с дополнительно всякими приколами касаемо статистики. И вот так же, как в предыдущих видео я показал, ну, рассказал, что идем по шагам, вот я так по шагам и шел. Вот здесь непосредственно сама структура, вся инфа. Ну, здесь база данных собиралась, да, под него тоже база данных задеплоен, ну, база данных Supabase используется, то есть таблица для хранения самих сторис, чтобы все правильно отображалось, таблица для хранения статистики, все это в базе данных учитывается по касаемо пользователей, все такое. Вот.
WUP, вот сама платформа, нам вот позволяет, по сути, вот создавать вот внутри нее такие вот штуки, при этом использовать их пользователей, то есть мы сокращаем себе количество времени на разработку, потому что нам не нужно разрабатывать там структуру для платежей в нашей базе данных. Это все делается на базе их. То есть через их платежку проходит, через их базу данных формируются там платежи. Мы просто получаем данные и просто обрабатываем их правильно. И все. Поэтому это сокращает время. И вот это вот полноценное приложение, как бы, оно вышло за 4 дня. Вот с полного нуля, типа вот да, готово, как бы, ну, достаточно быстро. И потом, когда я его опубликовал, мне как бы модераторы писали: вау, круто, классно, крутое приложение. Я такой: о, кайф, здорово. Сейчас, значит, я стану супер вирусным. И там будет у меня куча установок. Но как бы пошел я нахер. Потому что вот прошло 10 дней, тотально у меня инсталлов 60, 540 юзеров пользуются. Ну, вот это значение отвечает за то, что сколько человек внутри комьюнити, то есть смотрело там истории, с ними взаимодействовало. Это количество вот админов, которые конкретно установили там свой комьюнити. Если взять убрать мои тестовые аки, там 3 штуки, ну вот 57 установок от каких-то других людей. И там внутри 2 комьюнити как раз вот эта основная масса юзеров и попала. Вот, один от платного. Вот такие, собственно, скриншоты там накидал. Это в Canva все я собирал, сидел, ну, как бы собрал все просто более-менее красивенько, как бы описание, и отправил на модерацию. Модерацию, как бы, оно прошло быстро, вот, и, ну, потом его запостили, здесь вот есть паблик Power Users, сами модераторы запостили такие: блин, крутое приложение, они мне в личку написали, типа, блин, типа, чувак, приложение крутое, я такой: о, класс, оценили. Сейчас, значит, начнут устанавливать, людям начнет нравиться, но нет. Как бы, почему, не знаю, потому что по обратной связи вот нормально я ничего не получаю, как бы, хотя я вроде общался, они все такие: да, крутое, но как бы что-то непонятно. Как я еще, ну, нужно же, помимо разработки приложения, его еще нужно рекламировать. И я пошел еще дальше касаемо рекламы. Что я сделал? Ну, так как я очень находчивый человек, очень быстро что-то придумываю. Я сидел, думал такой: ага, вот у нас же есть здесь, допустим, все комьюнити, по сути, и, соответственно, мы, значит, можем получить на все на них ссылки. Можно их выдернуть. Я пошел в чат GPT, говорю: кидай мне скрипт для терминала, чтобы собрать все вот эти линки. То есть, чтобы скрипт вот так вот сам скроллил и собирал все это до самого конца, прям до победного. И когда у нас есть, ну, предварительно, я сначала еще проверил, можно ли с этой ссылки, ну, когда вот так вот мы открываем комьюнити какое-то, просто рандомное открыл, получить, вот здесь вот есть автор, получить айдишник автора. То есть можем ли мы вот открыть там и вот получить его айдишник, чтобы потом ему написать автоматизированно тоже. Потому что, ну, как, блин, надо же как-то рекламировать. Пойдем по-хитрому, будем делать по уму. Зачем вручную сидеть всем писать, если можно этого не делать? Ну, я пошел проверил сначала, что с этой страницы можно вытянуть айдишник автора, что он доступен вообще, я посмотрел через, ну, это там открывается, там в нетворке можно, в разделе в нетворке, в браузере можно подсмотреть, что там есть действительно айдишник, все нормально, как бы, все он тянется. И потом я попросил курсор сделать мне скрипт, который с помощью как раз вот этих просто линков, по сути, собранных. Вот эти вот линки, у меня получилось огромный файл с ними. Сейчас покажу, чтобы не задвигать тут. Так, это уже собранные. Так, а где они есть? Ага, вот URL. Нет, это не полный. Вот. Я, короче, насобирал вот этих URL-ов, кучу там всех. И, соответственно, с них, ну, то есть это вот ссылки прямые на комьюнити. И как бы с них нужно получить данные вообще, что за комьюнити, и самих авторов, айдишники. Я попросил, чтобы мне курсор собрал скрипт, который будет делать curl-запросы на страницу и получать с нее данные. И, соответственно, он там на базе питона сделан. Какой...
Вот этот вот, насколько помню, скриптик конкретно отвечает за то, что как раз он делает, ну, они тут вкупе работают, там два скрипта, они питоновские, связаны между собой, которые делают, по сути, клинку, ну, как бы кому будет непонятно, это вот такой запрос на страницу, чтобы с нее получить данные, которые на ней хранятся. То есть там название, описание, то есть чтобы не открывать сайт полностью, вот страницу, а именно выдернуть эти данные с нее просто запросом. И, соответственно, этот скрипт так и делает. Он просто обращается к странице с запросом и выдергивает с нее данные. Я проверил, что это работает. Вытягиваются данные о комьюнити, вытягивается рейтинг, там стоимость, описание, название, автор, его айдишник. И все это вытягивается и так, это уже переделанная немножко таблица. Все это вытягивается, и мы, ну, получаем данные. Соответственно, я прошелся по всем, где они здесь, я прошелся по всем вкладкам, которые вот нашел на ВУПе, вот эти вот, про которые по всем вот этим разделам, собрал со всех них ссылки, и потом просто скрипту дал задачу, он вот так вот курил запросами, ходил, все собирал и насобирал вот такую штуку. Соответственно, я здесь получил вот эти вот данные, автор ID, ну, точнее, user ID, которые нужны для того, чтобы писать сообщение авторам. Как я это увидел? Когда, допустим, открываем сюда, сейчас, вот, листаем в самый низ, где она здесь есть, автор будет, здесь видно. Сейчас смотрим в нижний угол браузера, в левый, и видим, что чтобы написать автору, сформируется вот такой линк. И в конце есть user и его ID. Я это увидел и такой, значит, чтобы написать конкретно юзеру, нам нужно знать его user ID. Вот таким образом я до этого и дошел. Собрал я всю эту херню, полностью все вот эти вот, все комьюнити, которые я там нашел, сколько там вышло, ну вот 14 тысяч. Потом удалил там дубликаты, какие-то битую всякую хрень, которая там вышла, и получилось у меня суммарно что-то там, ну, чистых уже для работы 10 тысяч контактов, по сути, ну, практически. Дальше запрыгиваю, иду, значит, ну, тут уже как бы вот сообщение, что какие отправлялись, это сформировано дальше. По необходимым знаниям пошел, собрал структуру в N8N под автоматическую, ну, вот автоматическое заполнение сначала вот этих вот данных на основании там имени автора, названия его комьюнити, то есть здесь подставлялось там имя, где-то здесь у него название там вставлялось, ну не суть, и чтобы формировалось ему сообщение, которое дальше отправлять в ЛС тоже автоматизированно. У меня получилась вот эта вот вся штуковина, готовые все данные, по сути можно отправлять, все заполнено, дальше началась делега такая. Собрался, ну, я сел тоже с курсором, говорю, мне нужно сделать вот такую штуку, чтобы она работала через запросы. Вот у меня есть линк, как формируется сообщение. То есть, видели, я там показывал, что в углу было там whoop, message, бла-бла-бла, и в конце username. Я курсору это показал, что вот так формируется это. Что у нас есть в таблице айдишники. И дальше нам нужно от N8N получить вот эту вот инфу, то есть сообщение. Он получает, ну вот, не сказал, я создал расширение. Это расширение для браузера, которое как раз автоматизирует процесс отправления личных сообщений на платформе для того, чтобы прослать авторам инфу о моем приложении, которое я создал, чтобы как-то что-то прорекламировать. И, соответственно, как бы расширение работает так. Оно берет, то есть делает запрос на N8N, там стоит два шаблона активированных. Так, сейчас у меня закрыто, наверное, да. Там стоит два шаблона, которые работают так, что один отдает инфу, то есть он отдает user ID и сообщение, и отдает его расширению. Расширение видит user ID, формирует правильно ссылку, берет сообщение, которое здесь отмечено, отправляет его и закрывает страницу. Чтобы, ничего не говорить. Так, вроде все у меня включено. Ставим количество. Здесь количество циклов, сколько делать стоит.
здесь там, чтобы автоматически закрывалась вкладка после открытия, здесь количество, э, ну, тайминг задержки просто. Жмем старт и как бы смотрим. Сейчас он должен получить инфу от N8N. Вот он, соответственно, открывает вкладку. Сейчас отправляет сообщение, если мне личку не забанят, да. Вот сообщение появилось, что оно отправилось. И дальше следующим, вторым этапом, второй шаблон отвечает за то, что он просто в таблице помещает, ставит статус send, что он отправил. И как бы это вот работает вот так. Как бы круто, прикольно, на это ушло вот несколько часов, по сути, ну где-то часа 4, наверное, ну чтобы вот все именно закончить вот касаемо приложения. До этого еще вот собирал вот эти данные, то есть там еще часа 2-3, наверное, чтобы все правильно собрать и подготовить. Но зато получил такую штуку, которая автоматизированно шлет сообщения, как бы можно, ну, я включал циклы по 200, и, собственно, к чему это привело? Привело это к тому, что в моем профиле, то есть здесь на платформе, у каждого профиля, мне написали, что я скам. Я такой, ну, и я не сам узнал про это. Мне про это написал один владелец комьюнити. То есть я ему, ну, точно так же отправил сообщение, типа, бро, вот приложение, попробуй. Он такой, бро, а почему у тебя написано в профиле, что ты скам? Я такой, в смысле? Я открываю профиль, вижу пометку, у меня написано скамер. Я не понял. Я начинаю писать человеку, который сделал эту пометку, что я скамер. Я пишу, что за хуйня. Ой. Я ему пишу, что это такое, почему. Ну и там написано, типа, вы в ЧС. У меня вообще шок. Я как бы не скамил, я просто приприлку свою рекламировал, которую, ну, тебе будет полезно, дебил. А ты мне пишешь, что я скамер. Как бы. Ну, ты неадекватный. Ну, здесь вот есть комьюнити для, типа, где модераторы сидят, менеджеры, все сотрудники ВУПа, то есть там, я пишу просто, типа, пост такой, чуваки, я говорю, а как вот быть, как нужно рекламировать свои приложения, если я пишу в личку напрямую автору, а он, ну, просто вешает метку в профиль, что я скам, и при этом я ничего не могу сделать, я не могу ему даже в личку написать, чтобы решить этот вопрос, то есть я не могу оспорить этот комментарий, ничего, они такие, блин, ну, не пишите тогда в личку, надо аккуратно, потому что непонятно, как себя люди поведут. Это такое здорово, а каким образом рекламировать приложение-то тогда? Объясните мне кто-нибудь. Ну и как бы ни к чему дельному мы там в обсуждениях не пришли, там просто еще один чел, другой разработчик, я с несколькими там переписывался, он написал такой, ну, у меня тоже такой уже был прикол, что мне написали, типа, ну, потом мне модераторы удалили это, потому что это, ну, действительно неправда, он никого не скамил, просто какой-то дегенерат написал, что он скам. И как бы, ну, мы там пообсуждали, мне тоже, ну, как бы модераторы удалили, все окей, мы решили этот вопрос, что они удалили мне этот комментарий, потому что, ну, это чушь. Ну и все такое. Но они сказали, типа, будьте аккуратны, потому что там вот некоторые могут себя повести вот как-то так. Собственно, ну, вот такую штуку сделал. А второе приложение, которое я сделал, это приложение, ну, сейчас лучше, где у нас здесь комьюнити. Это приложение, по сути, для прохождения тестов, для создания тестов внутри комьюнити. То есть там владелец комьюнити имеет возможность создавать различные тесты внутри своего комьюнити. То есть если вы там владелец, ну, как пример, там вот видели, возможно, заметили в разделе есть спорт, и там, допустим, можно тест собрать ну, про футбол, про баскетбол, без разницы вообще про что, просто какие-то тесты для людей, чтобы вот какой-то интерактив создать внутри. Ну и там базово вот я накидал общий тест для всех, там тест IQ, то есть это вот за 4 дня я собрал. Здесь как бы есть лидерборд общий, там аналитика тоже внутри, там мои результаты хранятся, их можно просмотреть. Сейчас. Вот как открываются, просто типа, как бы, ну это не смотрите, потому что потрачено 54 секунды. Вот. Ну, как бы, вот такая вот, по сути, штука тоже для комьюнити. Выпустил вот я не так давно, и вот 14 там инсталлов. Ну, дня 3 на 4, не знаю, назад опубликовал, вот 14 инсталлов. Как бы со временем может ли стать больше и больше пользователей, все такое, как бы, да, может, нужно просто смотреть, как рекламировать эту штуковину, пока что непонятно, учитывая, что вот такие мои технологии, как бы, не очень-то и приветствуются, как сказать, что не очень хорошо, что я так делаю. Вот, а касаемо денег, сейчас отмотаем.
Был у меня один платный человек, который купил подписку, когда их было 4. Соответственно, у меня там был Enterprise тариф, и там посмотрел, что у человека 28 тысяч пользователей в его комьюнити. И он купил подписку сразу вот за $300. Как бы она висела... вот это вот момент как раз здесь вот, когда количество юзеров резко начало расти, это вот как раз модераторы опубликовали тогда априлку, такие: вау, круто, прикольно. Вот, и как бы вот один, по сути, платный пользователь на данный момент был и есть, который оплатил подписку, и эти $300 мне вот сегодня уже вывели, сейчас вот в раздел платежей, если перейти, вот он у меня здесь сегодня завершенный, вывели, причем тезером на крипту за один день. Ну, я тут всякие еще верификации проходил, все такое, как для тех, кто не имеет, ну, допустим, вы из России, вы не имеете документов другой страны, у вас нет друзей, которые могут зарегистрироваться, подтвердить по этим документам, не прокатит. Потому что здесь проходит верификация, модерация, все такое, как бы у меня просто есть документы там определенные, которые, ну, мне позволили там пройти модерацию, все такое, и решать. Ну, тоже, как бы я тут не быстро это все происходило, потому что пообщаться с одним, пообщаться с другим, объяснить одно, второе, третье, пятое, десятое, и, ну, в конечном итоге все сработало, вот деньги вывели, как бы все окей, прикольно. Будут ли у меня там дальше пользователи появляться платные и все такое, не знаю, нужно смотреть, возможно, со временем, когда там распробуют, возможно, эта штука не нужна, может быть, и эта штука не нужна, все как получится. Касаемо такой платформы, есть, возможно, многие слышали, кто-то нет, есть платформа Shopify большая. Это для построения онлайн-магазинов, чтобы продавать там одежду, бижутерию, похер что вообще. Это вот для продажи в интернете каких-то штук там своих или не своих, там дропшиппинг. Вот, и у них есть встроенный магазин приложений, тоже суть точно такая же, что просто какие-то приложения, которые помогают владельцам магазинов больше там зарабатывать. Допустим, проводить до продажи, еще что-то, работать там с комьюнити, какие-то дополнительные маркетинг-рассылки по e-mail, чтобы сделать, соответственно, также до продажи, или какая-то статистика лучше. Ну, тоже куча всего, у них там 8 тысяч приложений. И эти 8 тысяч приложений, ну, какая-то из них часть генерирует очень много денег. Я видел, как бы, что соло, ну, не соло, они вот небольшие команды, у них по 200, 300, 400 тысяч ММР типа в месяц. Это как бы $400 тысяч ежемесячно как бы приносит приложение, созданное для Shopify магазина. Да, у них просто большая там база пользователей, потребовалось много времени для того, чтобы построить такую базу пользователей. Но суть такая, что это как бы можно делать, можно создавать приложения внутри экосистем уже созданных, и ими будут пользоваться. Это, по сути, получаются B2B приложения. Приложения для другого бизнеса, чтобы ему помогать, соответственно, зарабатывать. Поэтому они и платят за подписку, как бы. Вот. И если, ну, я тут одно ко второе прикинул, поэтому как бы я сделал для ВУПа 2 приложения, потому что пользователей-то много, приложений пока мало. И шанс того, что можно создать что-то полезное, за это будут платить, этим будут пользоваться большое количество там авторов, это, ну, шанс огромен на самом-то деле. Плюс тут есть приложение, можно строить не только в рамках подписки, то есть можно собрать по документации, можно собрать условно, ну, какую-то ставочную хрень, то есть типа игра какая-то, допустим, вы собираете, и участвуют в игре там 1000 человек из комьюнити, каждый из них скинулся по $1, и вот играют, кто выиграл, тот весь банк и забирает. А вы получаете с каждой транзакции, вообще с каждой транзакции внутри игры, которая будет проводиться, получаете процент. То есть схемы платежей внутри приложения как бы много, просто задача остается придумать что-то интересное. Вот. А у меня, думаю, на сегодня все. $300 заработано, сегодня выведено на пивко и хлеб. Вот. Всем спасибо. На сегодня все. Всем пока.